Слава Украине, привет всем от Полонского. Друзья мои, еще вчера казалось, что к Трампу вернулось сознание, и он говорил умные вещи, ну, по крайней мере, про Украину. Вот. Но сегодня, или это уже был, нет, это было вчера вечером. Вчера вечером он опять впал в привычную политическую кому, не кому, наоборот, гиперактивность, и начал морозить абсолютно привычную для нас чушь. Да, вот, ну, очередные его, скажем так, слава богу, это не про Украину, это, кстати, можно очень хорошо использовать, то есть, ну дедушка болен, и надо это реально использовать, главное, это переключать вовремя его внимание, да, на что-то другое. Вот он начал гнать пургу какую-то про Украину нести, а вон Суэцкий канал, посмотри, ты посмотри, что там творится. Суэцкий канал, а Панамский канал, ты же не забыл? А трубочки в этом самом пластиковые в аппарате Белого дома, помнишь? О, надо обязательно заменить. Или какие там, картонные на пластиковые, я все путаюсь. Что он на что менял? Картонные на пластиковые или пластиковые на картонные? А Мексиканский залив, ты ж посмотри. В газете в Папуа-Новой Гвинее его опять назвали мексиканским. Безобразие. Объявить войну Папуа-Новой Гвинее. Да, вот главное его переключать. И не забывать благодарить. Кстати, вот мне понравилось, как Зеленский с ним разговаривал. Вот. И написал потом, значит, коммюнике по итогам беседы с этим вот глубоко уважаемым президентом. Он написал, что, значит, старые бары, растабары, да, мы с американцами очень хорошие переговоры, бла-бла, ко-ко. Большое спасибо президенту Трампа. И Трамп, естественно, же такой ходит. И видели, как он ручкался с Зеленским? Больше всех. Еще даже и по плечу потрепал. Ему так понравились эти переговоры, очень понравились, да. Вот. Правда, при этом он до этого буквально за день писал, что мы, Украина, уже 3 недели не подписывает договор, вот этот вот, который ему дали, этой Украине, договор про редкоземельные металлы и все остальное, бла-бла-бла, ко-ко-ко, да, и не подпишем никогда. Но главное поблагодарить вовремя. Вот это правильный подход, да, к пациенту. Но я сейчас приближаюсь к тому, что он вчера начал... Это все не про нас, вчерашнее, да, да. Значит, вчера, видимо, у него было какое-то обострение, я не знаю, что с ним там произошло, вот, но он начал пороть вообще несусветную чушь. Значит, он потребовал, ну, на 50% несусветную, на 50% сусветную чушь, да. Он потребовал, поскольку без Америки не существовали бы ни Суэцкий, ни Панамский канал, а что Суэцкий, это там рука-лицо, 100%, да, вот, значит, чтобы американские корабли под американским флагом, что военные, что гражданские, проходили эти каналы, не платя никаких денег. Ну, как вам сказать? Нет, прежде всего, слава богу, что это не касается Украины. Опять у дедушки отвлеклось внимание, и у него там новые враги, новые какие-то эти субстанции в голове. Вот. Но, ну ладно, если извините меня, Панамский канал, это действительно американские компании, американские во многом рабочие, и действительно деньги американские. Вот, и, ну, это опять, это же на территории Панамы. Ну, веди переговоры с Панамой на эту тему. Что ты кричишь об этом, значит, по радио и по телевидению. Дело в том, что он же что сделал? Говорит, я дал этому госсекретарю Рубио, значит, указание немедленно решать вот эти вопросы, чтобы корабли ходили, значит, американские бесплатно. Ну, с Панамой пускай ведет переговоры. Не знаю, договорятся, не договорятся. Пока что платят аж бегом. Но он же уже, кстати, насчет Панамы, он уже объявлял великую победу, да? Послал туда 3 эсминца с половиной. И как бы панамцы на все вроде бы как согласились, а потом оказывается, что вот они все равно платят какие-то деньги. Короче, фиг поймешь. А если не было победы, то зачем ты тогда объявлял, что вот Панама все, ниц лежит и все это делает, как ты хочешь. Или ты тогда еще не хотел, чтобы корабли ходили бесплатно. Ну, то есть полный пипец, ничего не понятно, что происходит. Вот, ладно, с Панамой оставим это дело в покое, пускай говорят с правительством Панамы, может о чем-то договорятся, а может нет, мне это неведомо. Да. Но Суэцкий канал, ты что его сюда приплел вообще? Какое отношение Соединенные Штаты Америки имеют к Суэцкому каналу? Ни географически, ни политически, ни экономически, вообще никакого. Строили, ну, если там кто-то там поближе к Трампу, меня слушают, вы ему, дедушке, объясните, что Соединенные Штаты Америки к Суэцкому каналу вообще не имеют отношения. Его строили Египет с французами.
Французы платили деньги, это был 1859-1869 годы. Строила его всеобщая компания Суэцкого морского канала под руководством французского дипломата и предпринимателя Фердинанда де Лессепса. Да. На его стройке было занято свыше 1,5 миллиона египетских рабочих. И, по-моему, насколько я понял, ни одного американского. Причем здесь США вообще? Объясните мне, пожалуйста. Египет, да. Франция, да. Да, но что же, понимаете, вот если Макрон был бы таким же, как Трамп, он бы сейчас потребовал, стоп. Это же мы строили Панамский канал, тить твою налево, значит, Египет, дай французским кораблям право свободного прохода через Суэцкий канал, да, но он же такого не сделает, да. Но это же еще не все, подождите, ведь на Трампа могут насмотреться и, собственно говоря, брать с него пример. Ну, начнем с того, что уже насмотрелись. Я вам говорил, что вот это вот сопляжуйство Трампа в отношении Путина, оно приведет к крайне печальным последствиям в плане действий других диктаторов или же, скажем так, таких репрессивных режимов или же режимов автократичных в отношении своих соседей. Да, буквально после моих слов прошли сутки. И Полонский оказался на 100% прав. Китай захватил Вьетнамский остров, который принадлежит Вьетнаму. Да, там напротив побережья Вьетнама, километров 300-400 от побережья. Китай там высадился, заявил, это наш остров, поставил там флаг, пошли вы нафиг. А что вы нам сделаете? То есть они посмотрели, что в принципе Путину можно. И поперли просто не на Тайвань, потому что на Тайване будет большой шурум-бурум. Я теперь уверен, что если вот так вот они будут и дальше сливать интересы Украины, Китай на Тайвань залезет это с вероятностью 100%. Вот, значит, и благодаря Трампу, да. Пока что, что они делают, они забирают то, что плохо лежит, да. Всякие небольшие острова, там в Южно-Китайском море, ну, в бассейне Индийского, извините, Тихого океана, да. Вот, то есть, ну, а чего нет? Острова в Тихом океане есть. Китай на них претендовал. Теперь вот России что-то было от того, что она что-то там захватила? Нет, хотят с нее снимать санкции. Ну, я буду захватывать. Я вам скажу, там не только Вьетнамские острова есть. Там еще острова есть, принадлежащие Филиппинам, на которые Китай имеет виды. Он что, думаете, теперь будет как-то это самое там? Не, он заберет эти. Он заберет это все, а потом заберет Тайвань. Все благодаря Трампу. Если, как он говорит, если бы я был тогда президентом, того-то и того-то не было бы. Вот островов этих точно не будет, Тайваня точно не будет. В результате Трамп придет к тому, а на Тайване все производство микрочипов. Что вообще все мировое производство микрочипов будет в результате у Китая. Ну, это благодаря усилиям Трампа, да. Вот. Ну и дальнейшее, вот просто чтобы показать, насколько глупо вот эти высказывания Трампа по поводу Суэцкого канала, Панамского канала, по сути, тоже глупо. То, что было 200 лет назад. Они там, конечно, строили, но это было 200 лет назад, друзья мои. Ну тогда давайте, значит, как-то будем подходить более комплексно к этому вопросу вот, прав и обязательств. Вы сегодня в США каким языком пользуетесь? Есть американский язык? Его нету. Вы пользуетесь каким языком? Правильно, английским. Значит, вы должны платить ренту ежегодную или ежедневную, значит, Англии за использование ее языка. Да. А, кстати, Трамп говорил, что там, значит, русскоязычный этот самый регион, Крым, поэтому его надо отдать России, да? Вот. А Нью-Йорк англоязычный регион, Бостон тоже. Да и все, извините, восточное побережье США, англоязычные регионы. Так что, будем Англии передавать? Ну, безобразие, англоязычные регионы просятся домой. Ну, по логике Трампа, да. Вот, значит, уплатить. Дальше. Производство пороха есть в Соединенных Штатах Америки? Конечно, есть. Кто изобрел порох? Китайцы. Китайцы изобрели. Тить твою налево. Ну все, значит, вот изобрели, значит, произвели килограмм пороха, ренту китайцам заплати. Ну а как ты хотел? Если сказал А про Суэцкий канал, ну, к Суэцкому вообще никакого отношения, про Панамский канал, вот, то говори Б, будем платить Китаю, значит, ренту за вот порох. А Англии, соответственно, за английский язык. Вот. Да и вообще, так честно говоря, вот только вот если посмотреть, подожди, это же не только о языке идет речь. Ведь процентов, наверное, 7, ну ладно, не 70, пускай 60 населения Соединенных Штатов Америки это выходцы из Англии, из Великобритании, да.
Так что вы хотите сказать, что это вот так вот взяли и забрали у них все население? Или ренту платить, или, значит, вернуть все взад, всем английские паспорта. Ну, как-то так. Ну, а как по-другому, елки-палки? Ведь опять сказал А, говори Б. Ну что же? Ну так не получается, одно же без другого не получается. Если ты хочешь панамский канал, значит тогда английский язык, порох, население и все вот это вот в таком же. Да более того, я тебе скажу, вот вы сейчас там любят там водку, например, пить. Ну водка откуда пошла? Из Китая, потом дальше матрешки там или пельмени вот жрут. Тоже из Китая. Значит, за все надо платить ренту. Ну а как же? Сказал А, говори Б. Вот, поэтому, чтобы вот такой вот глупости не было, ну, я не знаю, честно говоря, как Рубио будет вот разговаривать, особенно с египтянами по поводу Суэцкого канала, к которому американцы имеют только то отношение, что они о нем вспомнили в 21 веке, да? Вот. И как это все будет выглядеть, но, ребята, дедушке пора принимать таблетки.